Миллионер, плакавший по потерянному сыну, видит голодного ребенка, стучащегося в дверь его особняка. Пока он не. Прежде чем начать историю, напишите в комментариях, из какого города вы смотрите это видео. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Приятного просмотра истории. Нижний Новгород встретил осень промозглым ветром, срывающим последние листья с деревьев. В роскошном особняке на холме, откуда открывался потрясающий вид на слияние Оки и Волги, царила тишина, нарушаемая лишь тяжелыми шагами Виктора Баранова. Некогда уважаемый промышленник, владелец крупной судостроительной компании, теперь он был лишь тенью себя прежнего, измученным горем человеком с потухшим взглядом. Виктор медленно шел по коридору второго этажа, где каждая фотография на стенах напоминала о том, что он потерял. Маленький Паша, его единственный сын, улыбался с фотографий. Всегда жизнерадостный мальчик даже в последние дни борьбы с лейкемией. 3 месяца назад болезнь забрала его, оставив в сердце отца незаживающую рану. «Наташа, ты должна поесть», — тихо произнес Виктор, входя в полутемную спальню, где его жена неподвижно лежала, отвернувшись к окну. «Не могу, Витя», — едва слышно ответила Наташа Баранова. Рак постепенно отнимал у нее силы, а потеря сына словно ускорила течение болезни. Зачем? Ради чего? Виктор опустился на край кровати и взял холодную руку жены в свои ладони. Врачи давали ей не больше месяца. Как он будет жить дальше, когда останется совсем один в этом огромном особняке, наполненном призраками счастливого прошлого? Дождь забарабанил по окнам, усиливая гнетущую атмосферу дома. Виктор спустился на первый этаж, зашел в детскую комнату, святилище памяти их сына, где ничего не менялось с того страшного дня. Любимые игрушки Паши, его коллекция моделей кораблей, недочитанная книга о морских приключениях — все осталось нетронутым, словно мальчик просто вышел ненадолго и скоро вернется. Экономка Зинаида Петровна, работавшая у Барановых уже 15 лет, тихо вошла в комнату. «Виктор Сергеевич, вы ничего не ели с утра. Я приготовила ваш любимый борщ». «Спасибо, Зина, но я не голоден», — ответил Виктор, не отрывая взгляда от фотографии сына. «Нельзя так, Виктор Сергеевич. Что бы Паша сказал, видя вас таким?» Виктор печально улыбнулся. Он бы сказал: «Папа, хватит грустить. Давай строить новый корабль». В этот момент раздался робкий стук в парадную дверь. Зинаида Петровна вздрогнула. Гостей в доме Барановых не было уже несколько месяцев. Она поспешила открыть дверь, а Виктор остался стоять у окна, глядя на хмурый сад. Через минуту экономка вернулась, и в ее голосе звучало удивление. «Виктор Сергеевич, там мальчик. Совсем замерз, просит хотя бы корочку хлеба». Виктор медленно повернулся, собираясь отправить незваного гостя на кухню, чтобы его накормили и отпустили с миром. Но что-то в словах экономки заставило его направиться к входной двери. На пороге стоял худенький мальчик лет 9 в потрепанной куртке, насквозь промокшей от дождя. Темные волосы прилипли к лбу, а большие карие глаза смотрели с надеждой и страхом одновременно. «Извините, что беспокою, дядя», — произнес он дрожащим голосом. «Я могу что-нибудь сделать, помочь по хозяйству. Просто очень хочется есть, даже холодная каша подойдет». В этих словах, в этом взгляде было что-то пронзительно знакомое. Так смотрел его Паша в больнице, когда просил принести домашний пирог Зинаиды Петровны. «Как тебя зовут?» — спросил Виктор, внезапно осознав, что впервые за долгие недели почувствовал что-то, кроме тупой боли. «Степан», — ответил мальчик, переминаясь с ноги на ногу, готовый в любой момент убежать. «Заходи, Степан», — Виктор открыл дверь шире. «Думаю, у нас найдется что-то получше холодной каши». Зинаида Петровна недоверчиво наблюдала, как Виктор сам усадил оборванного мальчишку за обеденный стол в кухне. Впервые за много недель он выглядел оживленным, почти воодушевленным, наблюдая, как Степан с жадностью поглощает горячий борщ и свежий хлеб. «Откуда ты, мальчик? Где твои родители?» — спросила экономка, наливая Степану чай. Маленькие пальцы крепче сжали ложку. Мальчик опустил глаза. «Я не знаю, кто мой папа, а мама... Она уехала очень далеко, когда мне было 5. Сказала, что вернется, но не вернулась». «А где ты жил все это время?» — тихо спросил Виктор. «Сначала у соседки, тети Клавы, но она тоже заболела, и ее забрали в больницу.
Потом в приюте, но там было плохо, и я убежал. Теперь где придется, иногда добрые люди пускают переночевать, иногда в подвалах, на вокзале. Виктор и Зинаида Петровна переглянулись. Что-то в рассказе мальчика звучало искренне и безнадежно одновременно. «Степан может переночевать у нас», — вдруг произнес Виктор, удивив не только экономку, но и самого себя. «В гостевой комнате. Но, Виктор Сергеевич», — начала была Зинаида Петровна, но осеклась, увидев решительный взгляд хозяина. Впервые за долгие месяцы в его глазах появилась искра жизни, и она не решилась спорить. Той ночью Виктор долго сидел у постели жены, рассказывая о необычном госте. Впервые Наташа повернулась к нему и слабо улыбнулась. «Приведи его ко мне завтра. Я хочу на него посмотреть». На следующее утро произошло то, чего никто не ожидал. Наташа Баранова попросила помочь ей сесть в инвалидное кресло и выехать в столовую к завтраку. Увидев маленького гостя, она долго всматривалась в его лицо, а потом попросила подойти ближе. «У тебя добрые глаза, Степан», — сказала она, гладя мальчика по непослушным волосам. «И Виктор прав. Есть в тебе что-то особенное». Дни складывались в недели. Степан, которого изначально пригласили на одну ночь, стал частью дома. Зинаида Петровна купила ему новую одежду. Виктор нанял учителя, обнаружив, что мальчик, несмотря на годы скитаний, удивительно смышленый и схватывает все на лету. А Наташа, к изумлению врачей, казалось, стала чувствовать себя лучше. Она все чаще выходила из спальни и даже начала понемногу есть. Тихими вечерами Степан читал Наташе книги, рассказывал истории о своей жизни на улице, без жалости к себе, иногда с удивительным юмором. Он помогал Зинаиде Петровне по хозяйству и с восхищением слушал рассказы Виктора о кораблях. В такие моменты Виктор ловил себя на мысли, что впервые за долгое время чувствует покой, словно Степан принес с собой свет в их дом, погруженный во мрак скорби. Однако не все были рады присутствию мальчика. Однажды, когда Виктор работал в своем кабинете, дверь резко распахнулась. На пороге стоял его младший брат Дмитрий. «Ты совсем рассудок потерял, Витя», — с порога начал он. «Подобрал бродяжку с улицы, а теперь, говорят, собираешься его в школу определять». «Не твое дело, Дима», — холодно ответил Виктор. «Мое». Дмитрий ударил кулаком по столу. «Ты наследник семейного бизнеса, а теперь в городе только и разговоров, что Баранов взял какого-то оборванца, будто собирается его усыновить». Виктор медленно поднялся из-за стола. «А что, если так? Что, если я действительно думаю об этом?» Дмитрий побледнел. «Ты не посмеешь. Этот мальчишка с никто подзаборная шпана. А ты хочешь дать ему фамилию Барановых? Убирайся», — тихо произнес Виктор. «Немедленно». После ухода брата Виктор долго стоял у окна. Слова Дмитрия задели его, но не так, как тот ожидал. Действительно, почему бы не усыновить Степана? В этом мальчике было что-то, что заставляло и его, и Наташу вновь чувствовать себя живыми. В тот же вечер, перебирая старые документы в поисках бумаг для устройства Степана в школу, Виктор наткнулся на небольшую шкатулку, которую не открывал много лет. Внутри лежали письма, фотографии и маленький серебряный медальон с выгравированной буквой «В». Виктор долго смотрел на медальон в своих руках, и воспоминания, похороненные 10 лет назад, нахлынули с новой силой. Ирина Орлова, молодая секретарша, работавшая в его компании. Ее теплая улыбка, искренний смех и тот короткий, но страстный роман, случившийся, когда Наташа уехала на лечение за границу. Среди писем было последнее, которое он никогда не открывал, решив окончательно порвать с прошлым. С дрожащими руками Виктор развернул пожелтевший лист бумаги. «Дорогой Виктор, я должна сообщить тебе, у нас будет ребенок. Я не прошу ничего для себя, но, возможно, ты захочешь знать о своем будущем сыне или дочери. Если решишь встретиться, ты знаешь, где меня найти. Ирина». Виктор опустился в кресло, чувствуя, как земля уходит из-под ног. Письмо было датировано 10 годами ранее. Именно тогда Ирина внезапно исчезла из города, уволившись без предупреждения. Он никогда не искал ее, решив, что так будет лучше для всех, особенно для Наташи, которая только вернулась после изнурительного курса лечения. Следующие несколько дней Виктор тайно наводил справки. Старая адресная книга помогла найти родственников Ирины, которые неохотно сообщили, что она умерла 5 лет назад от воспаления легких,
работая на фабрике в маленьком промышленном городке. О ребенке они ничего не знали. Ирина прервала связи с семьей, когда уехала из Нижнего Новгорода. Каждый раз, глядя на Степана, Виктор замечал детали, которые раньше ускользали от его внимания. Разрез глаз, форма подбородка, характерный жест, когда мальчик задумывался. Все эти черты были смутно знакомыми, но он не мог поверить в такое совпадение. Однажды, помогая Степану переодеться после того, как тот промок под дождем, Виктор заметил на шее мальчика простую веревочку, на которой висел маленький, стертый от времени медальон с буквой «В». «Откуда это у тебя?» — спросил он, стараясь скрыть дрожь в голосе. Степан прикоснулся к медальону. «Это все, что у меня осталось от мамы. Она сказала, что это подарок от человека, который когда-нибудь станет мне очень важным. Но я так и не понял, кого она имела в виду». В тот же день Виктор отправил волосы Степана на ДНК-тест, использовав свои связи, чтобы ускорить процесс. Через неделю результат подтвердил его догадку. Мальчик был его биологическим сыном, братом Паши, которого они с Наташей так оплакивали. В день, когда пришли результаты, Дмитрий снова приехал в особняк, на этот раз с юристом. Не застав брата, он направился в сад, где Степан играл с новым конструктором, который ему подарил Виктор. Наташа наблюдала за ним из инвалидного кресла, и на ее лице впервые за долгое время была улыбка. «Значит, вот какую замену нашли Паше», — холодно произнес Дмитрий, приближаясь к ним. «Уличного оборванца», — Наташа вздрогнула. «Не смей так говорить, Дмитрий. Этот мальчик никого не заменяет. Он просто помогает нам жить дальше». «Да? А знаешь ли ты, что твой муж уже подал документы, чтобы оформить опеку над ним? Что он собирается дать ему свою фамилию? Может, еще и наследником сделает?» Лицо Наташи побледнело, но не от ярости, как ожидал Дмитрий, а от внезапного понимания. Виктор нашел медальон, не так ли? Он догадался. Дмитрий застыл, явно не понимая, о чем она говорит. А Наташа продолжала. Ее голос становился все тверже. «Я всегда знала о той секретарше Ирине и о том, что ты заплатил ей, чтобы она исчезла, когда узнал о ее беременности. Думал, я не в курсе твоих махинаций с деньгами компании. Почему, думаешь, мы с Виктором отстранили тебя от управления 3 года назад?» «Ты бредишь», – прошипел Дмитрий, бросив взгляд на адвоката, который с интересом прислушивался к разговору. «Нет», – раздался голос Виктора, который незаметно подошел к ним. «Она говорит правду. У меня есть доказательства, Дима, ДНК-тест, письма, свидетельские показания. Степан – мой сын». Степан стоял неподвижно, не в силах понять происходящее. Слова Виктора эхом отдавались в его голове. «Степан – мой сын». Это не могло быть правдой. Но медальон на его шее внезапно стал тяжелым, как будто все тайные секреты придавили его своим весом. «Ты лжешь», – прошипел Дмитрий, но в его глазах мелькнул страх. «Этот мальчишка просто используется вами, чтобы отомстить мне». Бывшая коллега Ирины, Татьяна Соколова, работает сейчас в городской администрации, спокойно продолжил Виктор. Она сохранила записи их разговоров, где ты угрожал Ирине, если она не уедет из города. Ты давил на нее, запугивал, заставил отказаться от собственного ребенка. Адвокат, приехавший с Дмитрием, неловко кашлянул и отошел на несколько шагов, явно не желая быть частью этого разоблачения. «Это клевета», — Дмитрий побледнел. «У тебя нет доказательств». «Есть». Виктор вынул из кармана флешку. «Здесь аудиозаписи, банковские переводы, свидетельские показания». Ирина оставила все это Татьяне перед отъездом как страховку. А когда узнала о своей болезни, поручила ей найти Степана и рассказать правду. Наташа протянула руку к Степану, который все еще стоял, замерев, и мальчик инстинктивно подошел к ней, ища защиты. «Я бы узнала эти глаза где угодно», — тихо сказала она, глядя на мальчика. «Они так похожи на глаза Виктора». Дмитрий сделал шаг к брату. Его лицо исказилось от злости. «Ты не посмеешь уничтожить меня, Витя. Мы одна семья». «Семья?» — Виктор покачал головой. «Ты предал все, что должно значить это слово. И я не позволю тебе причинить вред еще и Степану». События последующих дней развивались стремительно. Дмитрий был отстранен от всех дел компании. Против него было возбуждено уголовное дело по факту растраты корпоративных средств и угроз. Но все это отошло на второй план,
когда состояние Наташи резко ухудшилось. В последние дни она много разговаривала со Степаном, рассказывала ему о Паше, показывала семейные фотоальбомы. Мальчик часами сидел у ее постели, читая вслух или просто держа за руку. Однажды утром Наташа попросила Виктора привести нотариуса. Она составила письмо для Степана, которое мальчик должен был прочитать, когда станет старше. «Обещай мне, Витя», — сказала она слабым голосом, — «что вы оба продолжите жить. Не так, как мы с тобой после Паши существовали, но не жили. Вы должны быть настоящей семьей». Виктор мог только кивнуть, боясь, что голос подведет его. В ту ночь Наташа тихо уснула с умиротворенным выражением лица и больше не проснулась. Прошло полгода. Судебные разбирательства с Дмитрием завершились не в его пользу. Виктор официально усыновил Степана, и мальчик получил новое имя – Степан Викторович Баранов. В школе, куда он пошел осенью, никто не знал о его прошлом. Для всех он был просто сыном уважаемого промышленника. Зинаида Петровна с удивлением замечала, как меняется особняк Барановых. Вместо мрачной тишины в комнатах теперь звучал смех. Виктор вернулся к работе, но каждый вечер спешил домой, чтобы вместе со Степаном конструировать модели кораблей. Хобби, которое когда-то разделял с Пашей. В школе объявили конкурс сочинений на тему «Мой жизненный путь». Степан долго размышлял, а потом написал историю о мальчике, который потерял все, но не потерял надежду. О том, как один стук в дверь изменил его судьбу. О женщине, которая не была его матерью по крови, но передала ему свою любовь и мудрость за те недолгие месяцы, что они знали друг друга. В день школьной презентации Виктор сидел в последнем ряду актового зала, слушая, как его сын рассказывает их историю, без имен и конкретных деталей, но с поразительной искренностью. Когда Степан закончил словами: «Иногда достаточно просто постучать в дверь, чтобы изменить не только свою жизнь, но и жизнь тех, кто за этой дверью», в зале воцарилась тишина, а потом грянули аплодисменты. После презентации отец и сын шли по набережной Волги, наблюдая, как заходящее солнце окрашивает речную гладь в золотые тона. «Папа», — впервые произнес Степан это слово, и Виктор почувствовал, как сжалось его сердце. «Думаешь, мама Наташа видит нас сейчас?» «Уверен, что да», — я ответил Виктор, обнимая мальчика за плечи. «И она очень гордится тобой. Спасибо большое, что дочитали до конца. Мы надеемся, что история Виктора и Степана тронула ваше сердце. Если вам понравилось это путешествие от горя к надежде, не забудьте подписаться на наш канал и оставить лайк под видео. Это очень помогает нам продолжать создавать такие истории. Каждый день мы публикуем новые драматические сюжеты о человеческих судьбах, так что заходите почаще и выбирайте то, что вам по душе. И, конечно, нам интересно ваше мнение. Какой момент истории запомнился вам больше всего? Поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Увидимся завтра с новой захватывающей историей.